Очень часто при работе с деталями, изготовлении возникает необходимость обратного инжиниринга, то есть выявления свойств и параметров предмета, которые нужно воспроизвести. В данном случае у меня есть такая пластина, и я хочу прикрутить к ней вот эту болванку, брусок. Проблема, конечно, не стоит и выеденного яйца. Можно это сделать очень разными способами, слесарными, их масса. Но я хотел бы показать, как это делается при помощи станка и как это можно сделать в очень точном виде. Итак, что есть? Есть два отверстия, даже 4 отверстия. Информация о размерах утеряна. То есть у меня нет ни модели, ни чертежа. Есть вот физические. Это пластина и в ней 4 отверстия. Конечно, можно измерить при помощи разных измерительных приборов, штангенциркуля, например. Можно измерить, например, диаметры отверстий и расстояние между ними. И получить искомое довольно точное значение. Но дело в том, что все 4 отверстия здесь имеют разные диаметры. Они идут где-то около 4 мм, какое-то меньше, какое-то больше. И получены разными способами. Но, моя же задача состоит в том, чтобы найти именно центры этих отверстий. Именно центры двух отверстий. Геометрический центр, чтобы не быть привязанным к допускам. Что мне потребуется для изучения этих размеров? Мне потребуется деталь, станок и вот такие измерительные устройства. Это кромкоискатель, совмещенный с таким центроискателем. При помощи этого центроискателя я найду с приблизительной точностью положение этих отверстий, а при помощи вот этого центроискателя с индикатором часового типа я найду точное местоположение до пары сотых миллиметров этих отверстий. Я установил деталь на станок, деталь, которую мне нужно измерить, и установил центроискатель. Этим центроискателем пользуются без включения двигателя. Движется здесь не сам центроискатель, а координаты станка. Направляю в отверстие. И теперь по выступающим частям я могу отмечать, насколько сместился этот центроискатель. И, соответственно, корректировать и выставлять его в нужное положение. Отлично можно чувствовать ногтем. Я нашел первую координату. Важно отметить, что при таком способе я еще учитываю не только линейное смещение, но и смещение отверстия вверх или вниз от осевой линии. Видно, что конус вошел в отверстие и плотно сидит неподвижно. Вот эта часть не двигается. Ее двигать можно только станком. Итого я могу сказать, что согласно измерению второе отверстие находится на расстоянии 23,5
0,1 мм и смещена вверх на 0,16 мм. Как видно, если бы я измерял исключительно штангенциркулем, пусть даже выяснив точный диаметр отверстия, смещение в 0,16 мм я мог бы просто не заметить. А этого достаточно, чтобы отверстие уже не было соосным с отверстием в болванке. Если в предыдущем случае я использовал кромкоискатель с центроискателем для определения центра отверстия, то теперь мне нужно уточнить эти данные, потому что такой центроискатель, ну, теоретически можно, конечно, с ним попасть и в ноль, измерить его очень точно, положение отверстия. Но на практике, из-за того, что не видно, неосязаемо, разная степень давления на деталь, получается точность где-то до 0,2-0,3 мм. Соответственно, отверстия потом просверленные будут не совпадать, если они сделаны по координатам. Поэтому я теперь ставлю вот такой центроискатель с индикатором и по нему определяю отклонение реальное, насколько случилось. И определяю быстро. Это отверстие имеет неровные края из-за налившей эпоксидной смолы, поэтому шероховатость здесь довольно высокая. Тем не менее, более-менее совпадает. И здесь 0. Отверстие имеет, видимо, небольшую яйцевидную форму. В общем, геометрический центр этого отверстия найден, и он составляет отклонение минус 0,11 в сторону, и по этой оси 0,24 отклонения. Довольно прилично. Я ставлю на 0 снова эти показатели, чтобы видно было, нажимаю. И теперь я знаю, что отверстие находится, у меня записано, на 23 миллиметра и 10 сотых. Этот 0 у меня теперь точно 0. И 10. Теперь я могу локально измерять местоположение этого отверстия. Так, ну можно сказать, что, учитывая его неровность отверстия, я нашел его геометрический центр. И уточненные данные теперь составляют это 0. Правая координата не 23 и 10 сотых, а 22 миллиметра 93 сотых. И смещение по оси составило плюс 0,03 миллиметра. То есть смещением по оси можно пренебречь, учитывая, что это всего 0,03 миллиметра. Поэтому можно считать в результате такого исследования, что отверстия находятся на одной линии, и их расстояние между центрами составляет 22,93 миллиметра. Это истинное.
Вот, собственно говоря, и все. Весь метод. В дальнейшем я буду брать деталь, находить у нее, как я показывал в другом видео, геометрический центр. И исходя из полученных размеров 22,93, буду отводить в каждую из сторон от центра на 11 мм 46. И получу точное совпадение с этими отверстиями. Вот такой простой пример обратного инжиниринга, исследования свойств детали. При этом без сложных измерений, в которых может закраться легко ошибка. Так как отверстия здесь неровные, уже они довольно разбитые, имеют массу каких-то наслоений, которые сложно очистить, но при этом эту пластину еще могу использовать.